Пакистан прокладывает железную дорогу через одну из самых жарких и безводных пустынь планеты – Белуджистан, где температура достигает 54 градусов, а на сотни километров нет ни одного источника воды. Строители обнаружили под песками древние затопленные пещеры, которые буквально поглощали опоры прямо во время монтажа. Это не просто дорога, но это самый дорогостоящий инфраструктурный проект в истории страны, который должен соединить Китай с Аравийским морем и навсегда изменить торговые маршруты всей Азии. Пакистан занимает 22 место в мире по размеру экономики, но 90% своего экспорта везет через единственный порт – Карачи. Один порт на 220 миллионов человек. Любая забастовка, шторм или политический кризис полностью парализует внешнюю торговлю страны. В 2021-м контейнерный затор в Карачи заморозил товаров на $3 миллиарда за 3 недели. Именно поэтому Пакистан строит железную дорогу к порту Гвадар на берегу Аравийского моря. Гвадар – это не просто новый порт. Это глубоководная гавань, способная принимать суда водоизмещением в 300 тысяч тонн, которые физически не помещаются в Карачи. Контейнеровоз, который раньше шел из Шанхая вокруг Индии 25 дней, через Гвадар доберется до китайской границы за 7 дней по суше. Китай вложил в этот маршрут $62 миллиарда в рамках проекта под названием «Китайско-пакистанский экономический коридор». Пекин строит не просто дорогу. Он строит альтернативный выход к океану в обход Малакского пролива, который контролируют американские военно-морские базы. Если пролив перекрыть в случае конфликта, Китай лишится 80% нефтяного импорта. Гвадар решает эту проблему полностью. Для Пакистана расчет другой. Страна получает транзитные платежи с каждого контейнера, который проходит через новую магистраль. По прогнозам пакистанского министерства планирования, к 2030-му ежегодный доход от транзита составит $3 миллиарда. Сейчас весь транспортный сектор страны приносит чуть больше 4 миллиардов в год. Но есть деталь, о которой официальные лица говорят неохотно. Белуджистан – провинция, через которую идет дорога. Одна из беднейших в Пакистане. Местные племена десятилетиями требуют независимости и контролируют часть территории через вооруженные формирования. Армия Пакистана уже потеряла больше 500 солдат, охраняя строительные объекты от нападений Белуджистанской освободительной армии. В 2023-м боевики взорвали железнодорожный мост в районе Машкел, отбросив строительство на 8 месяцев назад. Строители работают в бронежилетах, а каждый конвой со стройматериалами сопровождает военный эскорт. Парадокс в том, что жители Белуджистана, по чьей земле прокладывают дорогу, практически не получают выгоды от проекта. Большинство рабочих мест достается специалистам из Пенджаба и Синда, а китайские подрядчики привозят собственных инженеров и технический персонал из Китая. Местные общины не получили компенсации за изъятые земли в 87 случаях из 100, согласно докладу Пакистанского правозащитного центра, опубликованному в 2022. Это и есть главное противоречие проекта. Железная дорога должна обогатить страну, проходя через регион, который эту страну не признает своей. $62 миллиарда – это больше, чем весь годовой бюджет Пакистана на 2023. Но реальная стоимость железнодорожного участка через Белуджистан оказалась выше первоначальных расчетов на 43% еще до завершения половины работ. Инженеры столкнулись с тем, чего не показывали спутниковые снимки и геологические карты. Пустыня Белуджистана выглядит как плоская каменистая равнина, но под поверхностью скрывается система карстовых пустот, естественных пещер, образованных подземными водами миллионы лет назад. Когда строители начали забивать сваи для мостовых опор в районе Нушки, первые 7 свай просто исчезли в грунте. Не наклонились, не сдвинулись, буквально провалились в подземную полость глубиной 22 метра, о существовании которой никто не знал. Работы на этом участке остановили на 4 месяца, пока геологи бурили разведочные скважины и составляли карту подземных пустот вручную. Температурный режим добавил отдельную статью расходов. Сталь при 50 градусах расширяется настолько, что стандартные стыки рельсов, рассчитанные на европейский климат, разошлись бы через 2 сезона. Пакистанские инженеры совместно с китайскими специалистами разработали термокомпенсирующие стыки с зазором в 18 мм вместо стандартных 6. Производство этих нестандартных элементов обошлось в дополнительные $270 миллионов только на участке от Кветы до Нушки протяженностью 340 км. Вода стала проблемой, которую не решают деньги напрямую. Для укладки бетонных шпал нужна вода. Много воды. На участке через центральный Белуджистан ближайший водоисточник находится в 70 километрах от трассы.
Строители пробурили 18 артезианских скважин вдоль маршрута, но 14 из них дали соленую воду, непригодную для строительных смесей. Пресную воду везли в цистернах, и стоимость 1 кубометра воды на строительной площадке в пиковые месяцы достигала $80, в 40 раз дороже, чем в Карачи. Логистика подвоза материалов превратилась в отдельный инженерный проект. Рельсы производят на заводах в Карачи и китайском Баотоу. Доставка одной партии рельсов весом в 1200 тонн от Карачи до строительного лагеря в районе Далбандина занимает 19 дней по существующим дорогам, часть которых представляет собой грунтовые колеи. Грузовики ломаются от жары, водители отказываются работать в дневное время при температуре выше 48 градусов, а ночные колонны требуют военного сопровождения из соображений безопасности. В 2022 логистические затраты составили 31% от общей стоимости выполненных работ, показатель, который инженеры называют беспрецедентным для наземного строительства. При этом Пакистан финансирует свою долю проекта за счет китайских кредитов под 3,7% годовых. Общий долг страны перед Китаем по всем проектам экономического коридора превысил $27 миллиардов. Международный валютный фонд в своем докладе 2023 предупредил, что при нынешних темпах выплат Пакистан будет обслуживать только проценты по этим кредитам до 2041, не уменьшая основной долг. Деньги уходят в песок, буквально и финансово одновременно. Китайские рабочие живут в закрытых лагерях вдоль трассы, огороженных периметром из колючей проволоки и видеокамерами по всему забору. Не потому, что Пакистан их изолирует, а потому, что сами китайские подрядчики настояли на этом после того, как в 2021 боевики застрелили 9 китайских инженеров в автобусе в районе Дасу. Теперь каждый лагерь охраняет рота пакистанской армии, а перемещение китайского персонала за пределы периметра требует письменного разрешения военного командования провинции. На стройке работают около 12 тысяч китайских специалистов. Они привезли с собой все, от бетономешалок до кухонных плит и запасов соевого соуса на 3 месяца вперед. Китайские подрядчики объясняют это требованиями к качеству. Местное оборудование не соответствует стандартам, местные продукты не соответствуют санитарным нормам, местные специалисты не имеют опыта работы с технологиями такого уровня. Пакистанские экономисты подсчитали, что из каждого доллара, потраченного на строительство, 82 цента возвращаются в китайскую экономику через зарплаты, закупку оборудования и материалов у китайских поставщиков. Технологии, которые Китай применяет на этой стройке, впервые испытывались на тибетской железной дороге, самой высокогорной в мире. Там китайские инженеры научились укладывать рельсы в условиях вечной мерзлоты и разреженного воздуха. В Белуджистане те же бригады адаптируют эти методы к противоположным условиям, экстремальной жаре и нестабильному грунту. Конкретно, термозащитные кожухи, которые на Тибете удерживали тепло внутри конструкции, в пустыне перевернули наоборот. Теперь они отражают солнечное излучение и снижают температуру металлических опор на 13 градусов. Стратегический интерес Китая выходит далеко за рамки торговли. Гвадар расположен в 380 километрах от Ормузского пролива, точки, через которую проходит 40% мировых поставок нефти. Китайские военно-морские аналитики открыто публиковали в государственных изданиях расчеты, показывающие, что военно-морская база в Гвадаре позволила бы контролировать судоходство в северной части Аравийского моря. Пакистан официально отрицает планы по созданию китайской военной базы. Китай тоже отрицает. Но в 2022 спутниковые снимки зафиксировали строительство закрытого причального комплекса в южной части порта Гвадар, доступ к которому ограничен для пакистанских портовых служащих. Индия наблюдает за этим строительством с нескрываемым беспокойством. Железнодорожный коридор проходит через территорию Кашмира, которую Индия считает своей. Нью-Дели официально заявил протест в Пекине и отказался участвовать в любых переговорах по региональной торговле, пока маршрут не изменят. Китай ответил, что маршрут изменен не будет. В ответ Индия ускорила собственный проект – железную дорогу в Иран через Афганистан, которая должна дать альтернативный выход к морю в обход пакистанского коридора. Одна стройка в Белуджистанской пустыне запустила железнодорожную гонку сразу между 3 ядерными державами. Внутри самого Китая проект подается как образец политики «один пояс, один путь» и доказательство того, что Пекин строит инфраструктуру там, где западные инвесторы отказываются работать. Государственные телеканалы показывают документальные фильмы о китайских инженерах, преодолевающих пустыню. О долговой нагрузке на Пакистан, о закрытых лагерях и застреленных коллегах в этих фильмах не говорят ничего. Маршрут от Кветы до Гвадара на карте выглядит как прямая линия длиной 860 километров. На местности это 860 километров непрерывных препятствий. Между двумя городами находятся 3 горных хребта, 2 солончаковые равнины, 1 активная сейсмическая зона и участок пустыни, где за последние 50 лет не было зафиксировано ни 1 миллиметра осадков. Первый горный хребет – Центральный Брагуи.
Инженеры планировали пробить тоннелями. Геологическая разведка показала, что порода здесь слоистая и нестабильная. Известняк чередуется с глинистыми прослойками, которые при контакте с воздухом начинают разбухать и давить на стены тоннеля. Именно такая порода обрушила строящийся тоннель в Гималаях в 2023-м, похоронив 41 рабочего. Пакистанские инженеры отказались от тоннелей и выбрали серпантинный подъем с уклоном в 22 промилле. Да, это предельное значение для грузовых поездов. Состав весом в 3000 тонн на таком уклоне требует 3 локомотивов вместо одного. Солончаковая равнина Маскел оказалась еще сложнее. Внешне она выглядит как твердая белая поверхность, пригодная для строительства. Но соляная корка толщиной в 20 сантиметров скрывает под собой жидкую грязь глубиной до 8 метров. Первая попытка проложить насыпь через Маскел закончилась тем, что 600 метров готового полотна просто утонули за одну ночь. Насыпь продавила корку и ушла в грязь вместе с уложенными рельсами. Инженеры потратили 7 месяцев на разработку технологии плавающей насыпи. Вместо обычного грунта использовали геотекстильные маты, пенобетон и специальные дренажные трубы, выводящие подземную жидкость в стороны от полотна. Стоимость 1 километра через Маскел в 4 раза превысила среднюю стоимость километра по всему маршруту. Сейсмическая зона в районе Хузадара добавила требование, которое утроило расходы на мостовые конструкции. Белуджистан находится на стыке индийской и евразийской тектонических плит, тех самых, столкновение которых создало Гималаи и продолжает создавать землетрясения магнитудой до 6,5 баллов каждые 3-4 года. Мосты здесь строят с сейсмическими изоляторами, резиновыми блоками между опорой и пролетом, которые поглощают колебания и не дают конструкции разрушится при толчке. Каждый такой изолятор весит 800 килограммов и стоит $90 тысяч. На участке через сейсмическую зону установлено 274 изолятора. Безводный участок между Далбандином и побережьем поставил под сомнение саму возможность эксплуатации дороги после постройки. Железнодорожные пути требуют регулярного технического обслуживания, замены шпал, подбивки балласта, смазки стрелочных переводов. Все это делают люди, которым нужна вода. На 100-километровом участке абсолютной пустыни нет ни одного постоянного источника воды в радиусе 70 километров от трассы. Проектировщики заложили в план строительство 5 водохранилищ вдоль маршрута, каждая емкостью в 10 тысяч кубометров, которые будут заполняться водовозами из Гвадара. Обслуживание одного водохранилища в год обходится дороже, чем содержание 5 километров обычного железнодорожного пути в Центральной Европе. Несмотря на все эти препятствия, к концу 2023-го строители завершили 312 километров из 860. Темп примерно 80 километров в год. При таком темпе и без новых задержек первый поезд пройдет полный маршрут не раньше 2029-го. Племя Брагуи живет в Белуджистане больше 4000 лет. Их язык не относится ни к иранской, ни к индоарийской группе. Лингвисты до сих пор спорят, как дравидийский язык оказался посреди Центральной Азии, окруженный совершенно другими языковыми семьями. Брагуи пасут верблюдов и коз по маршрутам, которые их предки проложили еще до того, как существовал Пакистан, Индия и Британская империя вместе взятые. Железная дорога разрезает 3 из этих традиционных маршрутов кочеви прямо посередине. Старейшина одного из кланов Брагуи, Мир Азиз хан, в 2022 показал журналистам документ, пожелтевшую бумагу с печатью британской колониальной администрации 1893 года, подтверждающую право его клана на выпас скота на территории площадью 800 квадратных километров. Пакистанские чиновники ответили, что колониальные документы не имеют юридической силы в современном государстве. Строительный забор прошел через центр пастбища в марте 2023-го. Клан потерял доступ к единственному колодцу на этой территории, который теперь находится внутри строительной зоны. Переселение затронуло 27 деревень вдоль маршрута. Государство предложило компенсацию, в среднем по $400 за дом. Строительство нового дома из самых дешевых материалов в Белуджистане стоит минимум $2000. Семьи, отказавшиеся переселяться, получили уведомление о принудительном выселении. В одном случае, в деревне Гидар близ Нушки, жители заблокировали строительную технику, выставив живую цепь из женщин и детей. Военные оцепили деревню на 3 суток. На 4-й день жители разошлись. Через неделю их дома снесли бульдозерами. Рыбацкие общины Гвадара, для которых формально и строится весь этот коридор, оказались в парадоксальной ситуации. Порт расширяется, новые причалы строятся, китайские рыболовные траулеры получили разрешение на работу в прибрежных водах. Местные рыбаки, которые ловили рыбу на этом побережье поколениями, внезапно обнаружили, что их деревянные лодки не допускаются в портовую зону, а китайские суда вычерпывают рыбу промышленными сетями быстрее, чем она успевает воспроизводиться. В 2022 улов местных рыбаков упал на 63% по сравнению с 2015. Рыбак Гул Мухаммад, чья семья живет в Гвадаре 8 поколений, сказал репортеру агентства Рейтер простую фразу: «Они построили порт для всего мира, но закрыли море для нас».
Молодежь из белуджистанских деревень уходит в города – Квету, Карачи, Лахор. Те, кто остается, сталкиваются с выбором между тремя вариантами. Вступить в ряды вооруженных группировок, наняться охранником на строительный объект за $200 в месяц или продолжать вести хозяйство на земле, которое становится все менее пригодной для жизни из-за строительной пыли, загрязнения грунтовых вод и уничтожения пастбищ. По данным Белуджистанского бюро статистики, за период с 2015 по 2023 население сельских районов вдоль маршрута сократилось на 18%. Железная дорога идет вперед. Люди, по чьей земле она идет, уходят в противоположном направлении. Первоначальный срок завершения железной дороги – 2020. Сейчас 2024 и построена треть маршрута. Проект опаздывает на 4 года и продолжает отставать от графика с ускорением. Каждый новый годовой отчет сдвигает дату завершения еще на 8-12 месяцев вперед. Первую крупную задержку создал поводок 2022. Белуджистан – пустыня, но раз в несколько десятилетий муссонные дожди приходят сюда с такой силой, что сухие русла превращаются в реки за несколько часов. В августе 2022 выпало осадков в 400% от многолетней нормы. Вода смыла 72 километра уже уложенного полотна, разрушила 14 мостов и затопила 3 строительных лагеря. Ущерб составил $800 миллионов. Восстановление заняло 11 месяцев. И это при том, что параллельно продолжалось строительство новых участков. Политическая нестабильность Пакистана ударила по проекту не меньше, чем поводок. С 2018-го страна сменила 4 премьер-министров. Каждое новое правительство проводило ревизию контрактов, пересматривало условия соглашений с китайскими подрядчиками и замораживало финансирование на период проверок. В 2023-м правительство Шехбаза Шарифа остановило выплаты по 3 ключевым строительным контрактам на 8 месяцев, требуя пересмотра процентных ставок по китайским кредитам. Китай отказал. Стройка стояла. Нападения Белуджистанской освободительной армии к 2024-му унесли жизни 183 человек, связанных с проектом – военных, рабочих и инженеров. После каждого крупного нападения строительство останавливается минимум на 6 недель. Военные проводят зачистки, подрядчики эвакуируют персонал, страховые компании требуют пересмотра условий полисов. В 2023-м страховые взносы для строительных компаний, работающих в центральном Белуджистане, выросли на 240%. Несколько субподрядчиков просто отказались продлевать контракты. Риск оказался выше возможной прибыли. Китай начал проявлять нетерпение публично, что для китайской дипломатии само по себе необычно. В феврале 2024-го государственное агентство Синьхуа опубликовало материал с прямой критикой темпов строительства и назвало ситуацию с безопасностью неприемлемой. Пекин потребовал от Исламабада создать специальный военный корпус численностью в 15 тысяч солдат исключительно для охраны объектов коридора. Пакистан согласился, но заявил, что финансирование этого корпуса должно идти из китайских кредитных средств. Переговоры по этому вопросу продолжаются до сих пор. Технические задержки накапливаются независимо от политики и безопасности. Партия рельсов, произведенных на китайском заводе в 2022 прошла входной контроль и была уложена на участке длиной в 43 километра. Через 9 месяцев инспекция обнаружила микротрещины в сварных швах. Дефект, который при белуджистанских температурных перепадах привел бы к разрушению полотна под нагрузкой. Весь участок разобрали и уложили заново. Виновный завод-производитель был оштрафован, но рельсы уже лежали в пустыне, и потерянное время никто не компенсировал. При всех задержках пакистанское правительство не рассматривает остановку проекта как вариант. Причина проста – Пакистан уже потратил деньги. Кредиты взяты, проценты начисляются, и единственный способ хоть как-то отбить вложения – достроить дорогу и начать получать транзитные доходы. Остановиться сейчас означает получить все долги без единого рубля отдачи. Поэтому стройка продолжается медленно, дорого и с потерями, но продолжается. В 2023-м Пакистан обратился к Международному валютному фонду за экстренным кредитом в $3 миллиарда. Страна стояла в шаге от дефолта. Валютные резервы упали до уровня, покрывающего менее 4 недель импорта. Одновременно с переговорами с фондом правительство продолжало выплачивать проценты по китайским кредитам на инфраструктуру. Фонд выдал деньги, но потребовал сократить государственные расходы. Под сокращение попали субсидии на электричество, образование и здравоохранение. Это все что угодно, кроме выплат по долгу за железную дорогу, которая еще не построена.
Пакистанский экономист Кайсар Бенгали подсчитал, что совокупные обязательства страны по проектам китайско-пакистанского коридора к 2035 составят 124 миллиарда долларов с учетом процентов. Весь внешний долг Пакистана на момент начала проекта в 2015 составлял 63 миллиарда. Страна буквально удвоила свой долг ради одного инфраструктурного коридора. Когда Бенгали опубликовал эти расчеты, его вызвали на допрос в Федеральное бюро расследований Пакистана по статье о распространении сведений, наносящих ущерб государственным интересам. Через 2 суток отпустили, но рукопись его книги об экономике коридора до сих пор не получила разрешения на публикацию. Шри-Ланка уже прошла этот путь. В 2017-м страна не смогла обслуживать китайский кредит на строительство порта Хамбантота и передала порт Китаю в аренду на 99 лет. Китай получил стратегический объект в Индийском океане в обмен на списание долга. Аналитики называют это дипломатией долговой ловушки. Пакистанские официальные лица говорят, что их ситуация другая. Но структура кредитных соглашений по Гвадару содержит пункт, который в переводе с юридического языка означает следующее. Если Пакистан не выполняет платежные обязательства, Китай получает право на управление портовой инфраструктурой напрямую. Этот пункт не обсуждался в парламенте, его существование стало известно после утечки документов в 2021. Военные жертвы проекта к 2024-му превысили потери пакистанской армии в любой отдельно взятой операции за последние 20 лет, не считая войны в зоне племен после 2001-го. Солдаты, охраняющие стройку, получают стандартное армейское жалование – около $180 в месяц. Семьи погибших получают единовременную выплату в размере $8000. Для сравнения, китайский инженер, работающий на том же объекте, получает около $6000 в месяц плюс страховку жизни на $1 миллион, которую оплачивает китайский подрядчик. Экологическая цена строительства не посчитана официально, потому что никто не считал. Независимая оценка, проведенная пакистанским отделением Всемирного фонда дикой природы в 2022 зафиксировала уничтожение 170 тысяч гектаров пустынного биома вдоль трассы. В этом биоме обитает белуджистанский медведь, подвид которых в мире осталось меньше 1000 особей. Строительный шум и вибрация вытеснили медведей с исторических территорий обитания в зоны, где они конкурируют за пищу с людьми. За 2022 и 2023 зафиксировано 37 столкновений медведей с людьми против 3-4 в год до начала строительства. Простой вопрос, кто заплатит за все это, не имеет простого ответа. Пакистанские налогоплательщики уже платят через сокращение социальных программ. Белуджистанские общины платят землей и укладом жизни. Пакистанские солдаты платят жизнями. Экосистема пустыни платит своим существованием. Китай пока не платит ничего. Он получает проценты по кредитам, контракты для своих компаний и стратегический выход к океану. Железная дорога еще не достроена, но счет уже выставлен. И оплачивают его те, кто меньше всего выиграет от ее существования. Железные дороги всегда меняли историю, но не всегда в пользу тех, по чьей земле они шли. Британцы построили в Индии 65 тысяч километров железных дорог, крупнейшую сеть в Азии. Она работала исправно и была инженерным чудом своего времени. Она также вывозила сырье из колоний в метрополию с такой эффективностью, что индийская текстильная промышленность, существовавшая 1000 лет, разорилась за 30. История знает, чем кончилась та железная дорога для Британской империи. В 47-м индийцы просто забрали ее себе вместе со страной. Белуджистанская магистраль — это другой масштаб и другая эпоха, но механика та же. Инфраструктура строится одними, контролируется другими, а живут рядом с ней трети. Вопрос, заданный в начале, зачем Пакистан строит дорогу через непроходимую пустыню, имеет несколько ответов одновременно. Официальный, чтобы соединить страну с мировой торговлей. Стратегический, чтобы дать Китаю выход к океану. Финансовый, потому что деньги уже взяты и отступать некуда. И еще один ответ, который никто не произносит вслух, потому что в современном мире страна без инфраструктуры — это страна без будущего, и Пакистан это понимает лучше, чем любой внешний критик. К 2029-му, если темп строительства не упадет ниже нынешнего, первый грузовой состав пройдет от китайской границы до Гвадара. Это изменит логистику Азии физически и необратимо. Контейнер из Синьцзяна до Аравийского моря будет идти 7 дней вместо 25 морем через Малакский пролив. Для Китая это означает снижение транспортных издержек на 18% по западному коридору экспорта. Для Пакистана это означает транзитные доходы, рабочие места в портовой логистике и теоретическую возможность начать сокращать долг примерно с 2040-го по самым оптимистичным расчетам. Но история редко идет по оптимистичным расчетам. Афганистан, через который проходит северная часть коридора, остается под управлением талибов, закрытых для международной торговли. Индия блокирует любую региональную интеграцию, в которой участвует Пакистан. Белуджистанская освободительная армия не сложила оружие и не объявляла о намерении это сделать.
Климат меняется, и поводки, подобные 22 года, по прогнозам метеорологов, будут случаться в Белуджистане вдвое чаще к 2050-му. Самый неудобный факт этой истории состоит в следующем. Порт Гвадар, ради которого строится вся эта магистраль, в 2023-м обработал грузов меньше, чем небольшой региональный порт в Нидерландах. Если вы думаете, что строительство железной дороги через пустыню это сложно, то загляните на наш сайт whiteori.com. Там мы собрали еще больше интересных историй и статей, которые точно не оставят вас равнодушными. Ссылка в описании. Не упустите шанс узнать. Причальные мощности есть, глубина позволяет принимать крупнейшие суда мира, инфраструктура частично готова, но торговые маршруты не перестраиваются мгновенно. Судоходные компании планируют маршруты на десятилетия вперед, и переориентироваться на новый порт в зоне нестабильности они не спешат. Гвадар пока принимает в основном китайские суда по китайским контрактам. Пустыня не изменилась. Температура в Белуджистане в июле по-прежнему достигает 54 градусов. Карстовые пустоты по-прежнему поглощают сваи. Племена Брагуи по-прежнему кочуют, теперь в обход строительных заборов. Но посреди этой пустыни теперь лежат 312 километров стальных рельсов, которых здесь не было никогда за всю историю человечества. Это или начало новой эпохи для региона, или самая дорогая ошибка в истории пакистанской экономики. Ответ станет известен не раньше 2040-го, когда закончатся выплаты по первым кредитам и станет ясно, окупилась ли сталь, уложенная в песок.